Вернемся к пластмассовому, который у меня стоял. Прежде чем ставить маслоприемник, обязательно посмотрите, чтобы вот эта вот часть, резиночка особенно в частности, сейчас покажу вам. Вот. Получается, я вставил. У меня резиночка зашла, грубо говоря, до середины. Но он стоит на резиночке. Как бы все хорошо. Я поставил вот этот вот старый. Но для начала я их сравнил вместе. Вот эти вот две части. Оказалось, что вот это вот более длиннее, чем вот эта вот часть. Я вставил его также. Оба. И он у меня болтается прям там. То бишь резиночка, она просто прошла в сквозную туда. И получается, не было плотности резиночки. Из-за этого у меня масло не доходило, как полагается. И у меня брякали гидрокомпенсаторы. Так что прежде чем разбирать головку, менять распред вала, гидрокомпенсаторы, как это сделал я, на 2, на 3 раза, на 5, думая, что все же это дело в них. А оказалось вот в этой маленькой писечке, которую просто-напросто производители сделали не под 2108. А вообще хрен его знает под что. Под зело какой-нибудь.